ребята, у нас сегодня не совсем обычная тренировка. Сегодня в качестве помощника в нашей тренировке нам будет помогать такая чудо-резинка. Если вы в первый раз видите ее, то я вам хочу рассказать немножко об этой эластичной ленте, как еще правильно ее называют. Это просто кусок резины, и с ней можно делать очень-очень много эффективных упражнений на все ваше тело. Ее можно купить в любом магазине спортивного инвентаря. И в принципе эта резиночка является как бы такой заменой экспандеру. Если экспандер, да, там как бы такие резинки с рукоятками, то здесь мы просто имеем резинку. И это гораздо легче, мы просто свернули, да, положили себе куда-то и пришли заниматься. Сегодня я вам покажу небольшой комплекс упражнений с такой резиночкой. Таких видео будет несколько, потому что упражнений очень-очень много. И давайте начнем. Итак, наверное, начнем с верхней части тела. Поработаем с вами над ручками. Кстати, вот такая она по длине, эта веревочка. Здесь может быть 1,5 метра. Она не слишком короткая и очень-очень-очень хорошо тянется. И если тянуть, это нужны силы для этого. Поэтому мы становимся посерединке этой ленточки. Ноги широко слишком не расставляем. И берем за кончики самой ленты. И теперь разводим ручки вперед. В стороны, да? Мы резко поднимаем руки и опускаем. Здесь идет работа на дельтовидные мышцы рук. Получается, кулачки смотрят в сторону. Стараемся чуть выше поднимать руки. Кстати, это не так легко, как кажется на самом деле. Слишком много даже не сделаешь раз. Но отлично прорабатывает мышцы. Отлично. Остановились. И теперь я стану бочком, чтобы вам было виднее. И теперь выводим руки вперед. На передний пятачок дельта. Я покажу, да? Вот дельтовидная мышца руки. И поехали. 10-15 раз. Тоже кулачки смотрят вперед. Стараемся резко вывести руки вперед и медленно опустить. Вперед. Раз, два, три. Опустили. Кстати, кто следит за миром спорта, фитнес-бикини, да, все знают, наверное, что это такое. Часто можно увидеть девушек-бикинисток, как они там за кулисами стоят и делают такие подобные упражнения. И что у них в руках? Или же такая резиночка, или экспандер. Это отлично позволяет нагреть ваши мышцы перед соревнованиями и вообще, чтобы они выглядели красивыми и прорисованными. Отлично. И следующее упражнение тоже на руки. Продолжаем работать над ручками. Одна ножка теперь у нас становится, вторая делает выпад назад. Сделали небольшой выпад, чуть-чуть наклонились вперед. И теперь делаем даже чуть-чуть, берем пониже руки, чтобы была сила побольше. Чем ниже берем, да, к ноге, тем больше силу чувствую. И выводим локти назад. Я бы еще ниже даже взяла. О, отлично. Есть. Чем вам не замена тренажерного зала? Абсолютно то же самое. Конечно, 50 килограмм здесь нет силы, да? Но как бы замена идет отлично. Здесь работают грудные мышцы, спинка.
стараемся выставлять грудь вперед и сводить лопатки. На все упражнения делайте 10-15 раз. Кстати, вот мы сейчас сделали выпад ногой, да? Также работает статично напряженная бедрышко. Попа напрягается у нас. Следим за спинкой, чтобы она была ровной. Наклончик небольшой. Отлично. Можно поменять ногу на другую, чтобы и эта ножка поработала. Взгляд перед собой. Никуда не закидываем голову ни вперед, ни назад. Отлично. Уже очень печет все и чувствуется, как все работает. Так, чтобы вы смогли сделать 15 повторений на все 100%, чтобы уже к 14-13 повторению вы уже с такой силой делали их. Вот тогда будет хорошо. Еще пару раз. 5, 4, 3, 2 и 1. Отлично. Немножечко размяли плечи. И давайте теперь сделаем упражнение на нашу грудь. Значит, положение ленты у вас за спинкой. Хорошенечко натягиваем ее ближе к центру, так, чтобы вы чувствовали, что вам уже тяжело становится растянуть руки, чтобы они были прямые. И теперь вот у нас ленточка за спинкой, возле лопаток. И сводим руки в центр. Разводим и сводим. Хорошенечко сжимая ягодицы, хотела сказать, грудь. Грудные мышцы работают у нас. Свели и развели. Как бы альтернатива тренажеру в тренажерном зале. Все знают, наверное, такой тренажер. И помните, мы даже с гантельками работали тоже. Но, оказывается, это упражнение можно даже сделать и с обычной лентой. Кстати, если у вас стоит выбор купить эспандер или ленту, потому что я тоже думала, что мне лучше купить, или экспандер, потому что смотрела, и они очень разные бывают. То с какими-то прутьями железными. И смотрела на него и думаю, боже, если он лопнет, не дай бог, то как попадет мне в глаз, и это будет очень больно. Поэтому я взяла обычную ленту. Это точно никогда не повредит. Тем более взял, скомкал ее как угодно и кинул себе в сумку, да и пошел заниматься дальше. Очень хорошо работают грудные мышцы. Также 10, 15, 20 раз делайте столько, сколько вы сможете. Работает также бицепс, уже чувствуется хорошо. Еще пару раз. 3, 2 и 1. Отлично. Фух. Немножечко растрясли руки, потому что уже печет хорошо. И поехали дальше. Теперь давайте будем работать над нашими ножками. Наши действия таковы. Мы должны связать эту резинку. Уже плюс огромный этой резинки, потому что эспандер его не свяжешь никак. Так связываем, чтобы вы смогли потом ее развязать. Где-то делаем вот такое вот колечко. И внимание на ножки. Ставим их на ширине плеч. И теперь одну ногу выводим вперед. Вернули. Вперед. Вернули. Также делаем резкое поднятие ноги и медленно опускаем. Чувствуется передняя часть бедра, внутренняя чувствуется тоже. Очень хорошее упражнение. Носочек натянут, пресс напряжен. Вторая ножка прямая. Ой, как хорошо чувствуется. Отлично. Дыхание ровное.
смысл упражнения с этой резинкой в том, что чем меньше вы делаете это колечко, овал такой, да, связываете, чем уже оказывается кольцо, тем тяжелее выполнять упражнение. Еще пару раз. Если вам тяжело держать равновесие, можете держаться за какой-то шкаф или косяк какой-то, за стену, как вам удобней. Отлично. О, хорошо, чувствуется очень сильно. Так, встали. Теперь вторая ножка. Вводим вперед и наверх. Конечно, лучше всего заниматься в кроссовках, потому что какое-то сцепление идет этой резинки. На голую ногу оно вечно каталось бы как-то по ноге. А так все-таки удобнее. Натягиваем носочек. Вот чувствуется, да? Здесь можете даже поставить руку и чувствовать, как напрягаются ваши мышцы. Это как-то лучше и интереснее, когда ты чувствуешь, какие мышцы работают. Вот уже видно квадрицепс. Здесь мышца напрягается. Здесь внутренняя поверхность тоже работает. Все можно прекрасно увидеть и почувствовать. Сама лента находится где-то примерно на уровне косточек. И пару раз. Тяжеловато, если честно. О, отлично. Фух, немножечко потоптались, отдохнули. Это еще не все. Так, тоже ножки на ширине плеч. Теперь в полной мере задействуем внутреннюю поверхность бедра и внешнюю. Вот, да, эту. И, кстати, ушки у нас тоже поработают. Тоже ручки на пояс. И выводим ногу теперь в сторону. Вес тела перекидываем теперь на правую и левую выводим в сторону. Я могла бы сделать побольше этот овал, конечно. Можно поменьше. Пробуйте, экспериментируйте. Никакого труда перевязать узлик немножко побольше вам не составит. Напрягаем ножку. Носочек натянут. И 3, 2, 1. Молодцы. Фух. Ой, чувствуется хорошо. Класс. Так, встали, отдохнули. Поехали, вторая ножка. Натягиваем носочек. Дыхание ровное. Эта нога тоже напряжена. Вообще ноги горят обе. И 5, 4, 3, 2, 1. Ох, если честно, уже ноги горят. Так, и теперь пробуем развязать этот узел. На самом деле, очень легко развязать. Если бы это была тряпка, ее можно было бы порвать. А так резина, с ней ничего вот не случилось. И теперь ляжем на бочок. И все мы помним это упражнение, да? Поднятие ножки. Мы делали его и с утяжелением, и без утяжеления. Теперь мы делаем это с резиночкой. Просто поднимаем ногу вверх. Вторая нога у нас лежит возле
земли, мы ее вообще не трогаем, она натягивает у нас ленту. И второе, мы максимально выводим вверх. Вся ножка работает, все мышцы ног напряжены. Мне даже кажется, что с утяжелителем на ноге не так сложно, как с такой резинкой. Потому что здесь сопротивление такое, что я не знаю даже, какой здесь вес сопротивления. Здесь гораздо больше, чем у меня были утяжелители на 2 килограмма. И даже вот сейчас, сколько раз я сделала, может быть 10, уже сложно делать. Сделаем раз 15, да, чтобы хорошенечко. Ой, уже печет вообще, не могу. Еще пару раз надо доделать. И последний. Ох, отлично. Ой, мамочки. О! Так, сегодня хорошо мы поработали и над верхом, и над ножками. Так что вообще супер. Ложимся на второй бочок. И теперь поднимаем правую. Опа. Так. И вверх. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Медленно опускаем. 12, 13, 14, 15. А я сделаю еще и 16, и 17, 18, 19 и 20. О, какая крутая. Фух, если вы сделали столько, вам лайк. Так, для следующего упражнения я, наверное, сделаю немножечко поуже себе ленту. Сделаю меньше этот кружочек, чтобы было посложнее. Так, завязываем узелочек и ложимся на живот. Можно на локоточки. Так, и теперь внимание на ножки. Одна остается на полу, и вторую мы выводим вверх. Вот так. Здесь у нас работает ягодичная мышца, напрягается, задняя поверхность бедра. В принципе, вся нога. Медленно опускаем. Я думаю, если вы купите себе такую ленту, кстати, купила я ее за 45 гривен. Ну, сколько это в рублях? Ну, может быть, сколько? 200 рублей, может быть. Ну, это не очень дорого для такой ленты. И то, я думаю, можно найти дешевле. Это чудесная замена, вообще даже, я бы могла сказать, любым гантелькам. Отлично. Сделали раз 15, да? И теперь вторая ножка. Зацикливаемся на работе наших мышц. Стараемся как можно выше вывести ногу. И 5, 4, 3, 2 и 1. Если честно, у меня уже ноги горят. Ну что, ребята, если вам понравилась такая тренировочка с эластической лентой, ставьте лайки. Я обязательно вам сниму продолжение, потому что упражнений очень-очень много с такой лентой. И они действительно очень эффективные. И я думаю, я вас убедила, что это отличная замена любому спортивному инвентарю. Так что попробуйте, купите, сами попробуйте эти упражнения, и я думаю, вам понравится. Так что жду вас на следующей тренировочке. Всем удачи, пока!